Солдаты современности. Начало. Автор старый Ирвин Эллисон. Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а для того, чтобы будить чужую. Василий Осипович Ключевский. Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитывать прежде всего себя. Николай Васильевич Гоголь. Вся гордость учителя в учениках в росте посеянных им семян. Дмитрий Иванович Менделеев. Я шел по коридору лицея, испытывая смешанные чувства. С одной стороны, дети сейчас не такие, как в мое время. Совсем от рук родителей и учителей отбились. Авторитет для них – дружки-сверстнички и интернет. Да-да, через эту паутину точнее название не придумаешь. А все ржут, как так и надо. В паутине быть на манер мухи. Их можно повести куда угодно. Не удивлюсь, что отдай им через все эти соцсети видеоролики приказ душить во сне бабушек и дедушек, потому что круто отнимать жилье и прочее имущество. По праву силы и молодости они с радостью начнут это делать. Причем привычного нам приказа пошел и сделал как такового не надо. Просто покажи в роликах, что это круто и приносит реальный успех. Они захотят стать крутыми в теме. И после недолгой психологической ломки начнут. А не начавший станет изгоем, ибо бей не такого, как мы. Красные линии едва ли не в каждой песне, рекламном ролике и фильме прослеживается. Холится и лелеется со всех сторон. Зайдя в класс на урок истории, я увидел именно то, что ожидал увидеть. Сидят в телефонах, никакой дисциплины, от некоторых табачно-пивной перегар, забиваемый тщетно жвачкой, некоторые что-то для понта жуют. Девки красятся, как лярвы с панельного общежития. Некоторых из них я там видел и сфоткал, проходя мимо. Как они там могут, просаживать время, явно не думая чему-то учиться. Все ржут, книги никто даже не достал. На приветствие команду класс 9Б встать реакция была наплевательская. Никто даже ухом не повел. Повторил команду, а один оторвался от телефона и сказал: «Пошел нахуй!» Под бурные искренние аплодисменты одноклассников. Нет, ребята, вы не поняли. Бобры парашные, с кем вы имеете дело. Я-то про вас всех все знаю, что надо. Будете на задних лапках ходить. И вы учитесь говно собачье, чему я вас научу досконально. «Куда, молодой человек?» – спросил, типа не расслышав. Тот повторил громче, уверенно, обозвав тетерем в костюме вдобавок. «Раз посылаем, умеем, буквы знаем, значит, говорю я, значит, знаем предмет. Так, значит, можно вас не учить. Раз, отличник такой. Как там фамилия?» – подумал я. «Ладно, проучу перед всеми». «Знаем и чё?» – спросил он меня неуверенно, глядя на то, как я листаю журнальчик успеваемости. «Фамилия ваша, молодой человек?» «Полтавский». «К доске, уважаемый. Раз такой подготовленный, значит, лучше всех знаете предмет. Уважаемый, у нас тема восстания декабристов по программе. Раз уверены в себе, то ответить не оставит проблем. И ставлю всем пятерки, уверенный, что вы все знаете смелее. Не выйду, я что, ботан какой-то у доски стоять, как лох Дубков», чуть менее уверенно произнес Полтавский, теребя цепь с черепами. «Ваш выбор, раз вы лучше всех знающие историю в классе не отвечаете,
Значит, боитесь показать незнание, а прочие ничего совсем не знают. Что, ставлю всему классу двойки, а потом ставлю на школьном совете вашу успеваемость. Вот 9 В обрадуется, правда? Они будут рады выиграть историческую олимпиаду вместо вам и получить грамоты. И вы все знаете, кого за это надо будет благодарить. Полтавского. Он освободил вас от обязанности получать какие-то там награды и помог получить гордый титул позора всего лицея. Сказав это, я начал с невозмутимым выражением лица открывать журнал и готовиться поставить всему классу положительную по заслугам оценку. Какие лица были учеников, как и цвет кожи, было очевидно. Все схватились за учебники, тетрадки, а взгляды в адрес Полтавского красноречиво говорили о его участи после уроков. «Андрей Андреевич!» – несмело раздался голос. Посмотрел один из более-менее прилично одетых учеников, поднял руку. «Фамилия Козельский, я вас слушаю». «Я готов ответить тему». «Слушаю, назовите тему». «Восстание декабристов 1825 года. Фирсов день». «Кто такие декабристы?» «Фамилии, цель восстания и его итоги». «Павел Пестель, Муравьев Апостол, Каховский». «Продолжайте, Козельский», — подбодрил я. «Рылеев и Рюмин», — еле справившись с волнением, договорил ученик. Лицо его было белее снега. «Достаточно, хотя их было больше, но этих пока достаточно. А чего они хотели-то? Чего восстали, а? Свергнуть царя Николая Первого. Никуда не годится, Козельский, а ведь фамилия ваша идет от славного города Козельска, который армия так называемого Батыя не смогла взять почти месяц. Злым городом прозвали. Вот что бы сказали они, оказавшись здесь и увидев вас таким, какой вы сейчас». «Не знаю, Андрей Андреевич». «Не знаю, а надо знать, уважаемый. Вы их потомок, продолжатель, а не позор. Или я не прав? Я выучу, род позорить не дам». Уверенности в голосе не было совсем, но я сдержался от презрительной ухмылки. «Так вот, уважаемый, Николай I был не царем, а императором. За неучими журналюгами повторяйте. И на момент восстания он не сидел прочно на троне, был не менее весомый претендент Константин, так что свергать было некого, по сути. Так что ответ неправильный. Садись, 3 с минусом за попытку. Кстати, все дневники на стол». Все сдали дневники, но вначале был занятный эпизод. Один парень, как позже выяснилось, Дубовский, вскочил. Все стали давать ему дневники, и он понес их мне. Ясная организация, как в тюрьме. Посыльные, шестерки и главари, один из которых рушил поднять на меня хвост, его изобьют крепко, по делам ему. «Нет-нет, каждый подходит лично и сдает мне дневник», — рассердился я в душе, заражав табуном. «Ну-ну. У меня директор, дядя двоюродный. Вас уволят по статье, типа», — уверенно сказал Полтавский под тихий шепот с предложением закрыть рот от 2 его дружков. «И его тоже еще и посадят, а его точку заберут соответствующие органы. Подойдите-ка сюда, если ноги не отнялись», — сказал я, ухмыляясь. «Живее!» «Что старик 90-летний?» Тот подошел, я показал ему на экране телефона интересное видео и аудио о том, что именно проворачивал его дядька. «Думал, я не знаю, кто ты, твой родич, крыса парашная», — прошептал я ему почти на ухо, не дав ему забрать телефон. «Чего клешни вонючие тянешь? У меня все это есть в других местах, и аудиозапись твоих угроз мне тоже. Думаешь, я не знаю, что Вековская коровьина на панель ходит? А ты пользуешься. У меня сопля малолетняя, на вас всех есть компромат, понял?
Если мне хотя бы задержат зарплату или не будет премии, или не дай Боже, что не так будет, там замечания по работе мне, какие-то проблемы, ты понял, что с тобой и дядькой будет? И этими блядями тоже. Нажму на кого надо. Все расскажет и покажет, сдадут тебя и дядьку с потрохами, понял? Понял, Андрей Андреевич. Повтори. Он повторил слово в слово. Так-то, на место пшел жил. Он молча сел на место. Что ж, уважаемые ученики 9 Б, будем учиться как надо. Не хотели по-хорошему, будем как положено. Сегодня вас, так и быть, немного пожалею и поставлю тройки с минусом 7. Домашнее задание буду задавать понедельно. На эту неделю задание такое. Полная презентация на тему восстания декабристов от каждого. Разбираем тему. Вклад каждого декабриста в восстания, имевшиеся ресурсы и мотивы. Записали? Да, Андрей Андреевич, хором рявкнули ученики. Повторите. Повторили хором. Жду нормального рассказа, как положено. Кто-то один не справится, оценки снижу всем на балл. И будете отвечать по имеющемуся материалу на многие вопросы. Большая их часть в присутствии ваших родителей. Я посмотрел на тех, кого видел, скажем так, не совсем на месте, и они все поняли, побелев еще больше. «Сделаем все в лучшем виде», — рявкнул решивший оправдаться Полтавский. «Нет, не наши-то методы. А вам задание особое, раз вы теперь староста класса. Я так сказал. Полная организация и помощь всем в классе. Ответственность лично на вас, урок окончен». Все побежали делать домашнее задание и бить Полтавского. Никто не хотел отдавать место победителей конкурентам. Благо, я перед встречей с этими шелемазлами узнал о вражде этих двух классов. Сыграть на этом пару пустяков. Главное правило управления, сотрудничества и дружбы — быть готов немедленно всадить своему подчиненному иди другу, коллеге, заранее удерживаемый у его глотки наточенный нож.